от пациента. ДТП и мануальная терапия к 2000 году. Приступы давления и тахикардия. Боль не сильная в шейном отделе, левосторонняя, 2003 год. Следующее обострение в 2016 году, боли в шейном отделе средней интенсивности. Ремиссия до 2021 года. В 2021 году обострение после поездки в другой город. Симптомы сейчас. Боли в глубине шейного отдела на уровне подбородка. Отдаются по бокам шеи, мышцы болезненные спазмируются. Изредка боль распространяется справа до плеча. Боли продолжаются в течение 8 месяцев. При движении шеи боль отдается в глубине шеи. Усиливаются в ночное время и к утру, и после ходьбы в течение часа. Консультативное заключение по представленным МР томограммам пациента 60 лет. Дата исследования 8 сентября 2022 года. Область исследования – шейный отдел позвоночника. Шейный лордоз сглажен. Левосторонний сколиоз до 6 градусов с вершиной ВС4. Тела позвонков в зоне сканирования дегенеративно изменены с формированием костных разрастаний. По передним и задним краям тел позвонков визуализируются заостренные контуры. Межпозвонковые суставы гипертрофированы, суставные щели их неравномерно сужены. Структура тел позвонков S1-TH3 неоднородна за счет субхондральных изменений по типу жировой дегенерации. Гипертрофирована желтая связка. Отмечается сужение высоты и признаки дегидратации межпозвонковых дисков, преимущественно на уровне C4, C7. Межпозвонковые диски шейного отдела позвоночника циркулярно неравномерно выстоят за пределы тел позвонков, в том числе кзади. C2, C3 не смещен кзади МР, признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 15 мм. C3, C4 не смещен кзади МР, признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 14 мм. C4, C5 не смещен кзади МР, признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 14 мм. C5, C6 левосторонняя, фораминальная грыжа 3 мм. С признаками компрессии нервных корешков, слева в сочетании с краевыми экзостозами смежных позвонков, вызывая деформацию задней продольной связки межпозвонкового отверстия слева. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 14 мм. C6, C7 не смещен кзади МР, признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 15 мм. C7-TH1 не смещен кзади МР, признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне ММ. Зубовидный отросток S2 расположен симметрично относительно боковых масс атланта. Соотношение в боковых атланто-аксиальных суставах правильные, конгруентность суставных поверхностей сохранена. Заключение. МР-картина дегенеративно-дистрофических изменений, левостороннего сколиоза первой степени шейного отдела позвоночника, межпозвонковой грыжи S5, S6. Рекомендована консультация невролога. 12 сентября 2022 года К.М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. По данным МРТ, есть небольшой сколиоз и левосторонняя грыжа между пятым и шестым шейными позвонками, что может давать боли и чувство неудобства, больше слева. Учитывая жалобы, я бы порекомендовал сделать рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами, что позволит выявить нестабильность позвонков. И уже с этими результатами показаться неврологу.